Для того, чтобы втачать подборд, он у нас готовый. Я скалю его временными стежками. Вот. На уровне нижнего края молнии в области пояса перегибаем пояс и упираемся прям впритык нижнего края молнии. Прям упираемся, прям, чтобы внизу у нас не было никакого зазора, никакой пустоты, никакого уступчика. И вот эти вот наши швы, соединение пояса верхнего и внутреннего, должны совместиться. Вот они у нас красиво совместились. Я сейчас скалю булавочками. Подборд может быть немножко подлиннее. Ничего страшного. При конструировании, даже по конструктивной особенности, подборд кроится слегка больше. Почему? Потому что он ни в коем случае не должен тянуть. Вот, слегка он у нас свободный. Мы его припосадим. Сейчас я с этой стороны сделаю. Распределяем по всей длине, так же, как распределяли полочку. И скалываем булавочками. По срезу горловины тоже скалываем, но исходя из того, что у нас вот линия плечевого шва, сейчас отмечу, вот у нас на воротнике линия плечевого шва. Исходя из того, что мы сам подборд обметали, подогнули и настрочили, у нас получается, что край плечевого шва подборда уже будет на уровне соединения плечевого шва. И я должна обязательно вот этот подборд ни в коем случае не доходить до плечевого шва, ни в коем случае не переходить, а строго положить на линию плечевого шва. И вот получается, я должна сейчас вот это вот тоже, вот сколько посадки, видите, воротник стянул, это нормально. Я сделала примерку, нормально. И мы должны будем сейчас все это втачать. Ну вот, одну сторону я сколола, подборд у нас. И сейчас я начну втачивать. И уже втачивать буду со стороны полочки подборд внизу. И втачивание у нас будет строчка в строчку, втачивание воротника. Поворачиваем вот здесь, вот в этот наше пересечение молнии и воротника. И втачиваем строчка в строчку, втачивание молнии. И до конца нашего пояса. Ну вот, начинаю я закрывать подборд с полочкой. И шов соединения у меня должен быть строчка в строчку шва настрачивания молнии. То есть, и поэтому я буду шить такой же лапкой узкой, которая позволяет ближе к краям зубчика попасть. И чтобы с лицевой стороны у нас не было видно также строчки настрачивания молнии по первому. Я шью и краем лапки упираюсь, чувствую эти зубчики, которые там внутри, прям лапкой упираюсь в зубчики. И вот самый важный такой момент. Вот получается у нас пересечение. Вот оно, пересечение, втачивание воротника и молнии. И вот можем сколоть так булавочкой и найти наш угол поворота. Вот. И получается, мы должны попасть строго-настрого вот в это вот пересечение. Поворачиваем и уже втачиваем по срезу горловины полочки строчка в строчку
шва втачивания воротника. Обработанный край подборта по линии плечевого шва обязательно совмещаем с плечевым швом. Проверяем, все ли у нас хорошо. Вроде все хорошо. Я думаю, что мы можем смело уже срезать вот этот вот уголочек. Ну вот, соединили мы подборт с бортом по срезу борта, по срезу горловины полочки. И вот этот вот срез горловины, а именно срез втачивания воротника, я обметала. Обметала не совсем всю горловину, она там не нужна, а где-то от линии плечевого шва на 5 сантиметров в сторону полочки с одной стороны и закончила тоже также на другой стороне полочки. После того, как мы вывернули, проверили, все ли у нас там симметрично, все ли хорошо, мы можем смело вот эти вот уголочки срезать. И срезаем, не доходя до строчки обтачивания борта с подбортом, но где-то 0,3, не меньше и не больше. Если мы прям впритык сделаем, то возможно будет какое-нибудь осыпание. 0,3 не доходим. И теперь мы можем смело выворачивать вот этот вот наш воротничок, поправляем. Вот он сразу вывернулся. И перед тем, как мы будем обстрачивать борт, здесь я уже буду выметывать. Никакие булавочки здесь у меня уже не присутствуют, только выметывание. Здесь мы должны уже красиво выметать. И таким образом все наши швы соединения расправлять, чтобы не было никакой губы, чтобы была одинаковая растяжимость поправления. То есть вот я сейчас я вот так сметаю. Вот я поправляю и с лица, и с изнанки. И у нас должно быть одинаковое. На подборте не должно быть никакой складочки. Должно быть растянуто до упора шва соединения. Что со стороны подборта, что со стороны полочки. И вот так вот я по всей длине полочки выметаю и потом уже только проложу отделочную строчку. По нижнему краю, где выворачиваем мы пояс, можно не срезать угол, а просто вот так вот сделать маленькую насечку. И все. Если ткань толстая, то можно. У меня ткань не очень толстая, и поэтому я оставлю так. Вот. Ну вот, я наметала. И сейчас я буду смело прокладывать отделочную строчку. Отделочную строчку я буду прокладывать, начиная от нашего соединения пояса по нижнему краю пояса. Поверну внизу в уголке пояса и пойду уже на борт. Далее поверну у воротника красиво. И по всей горловине также проложу строчку. Здесь у меня будет строчка. Никакой киперной я вкладывать не буду. С другой стороной то же самое делаем. Срезаем излишки в уголках и выворачиваем. Также все полностью выметываем и прокладываем отделочную строчку.
Ну вот и завершили мы технологический процесс обработки борта. Замок молнии. Самое главное, на что нужно обратить внимание, чтобы был красивый внешний вид, чтобы ширина рамки борта у нас была одинакова по всей длине. В данный момент у меня получилась сантиметровая рамка. По воротнику тоже отделочную строчку я проложила вместе с подбортом. И в области плечевых швов верхний край подборта закрепила за припуск плечевого шва. И вот получилась у нас вот такой вот внешний вид. По горловине тоже спинки проложила отделочную строчку. И мы идем красиво к завершению. Нам осталось обработать вот этот вот узел, а именно обработать этот участок в области нижней части пояса и уже окончательно настрочить сам пояс из довяза, а также втачать манжеты.